Друзья, забудьте о гравийниках с традиционным рулем-бараном. Это Scott Scale Gravel RC, и он полностью меняет правила игры. Перед вами гибридный гравийник. Он дает значительно больше комфорта и контроля на сложных участках, требуя взамен лишь небольшую плату в аэродинамике, особенно при езде в плотной группе. И в этом ролике мы подробно разберем мой новый Scale Gravel RC. Я расскажу, для чего его собрал, как байк показал себя на жестком гравийном старте и разберу все его реальные плюсы и минусы. Поэтому, друзья, прямо сейчас поставьте лайк этому видео и проверьте свою подписочку, а мы поехали. Я собрал этот байк специально под велогонку «Царь Грейдер», которая проходит недалеко от Санкт-Петербурга, в поселке Батецкий, между Лугой и Великим Новгородом. Главная причина, почему я выбрал именно Scott Scale Gravel RC, это комфорт и отсутствие опыта участия в гравийных стартах. Ну нет, на самом деле у меня богатый опыт участия в любительских стартах на шоссе и МТБ, кросс-кантри. Но именно гревел для меня был первым опытом. Чистый комфорт и привычный прямой руль, как в кросс-кантри. В общем, уверенность на бездорожье, которую не даст ни один классический гравийник. Именно это было у меня в голове, когда я выбирал байк для грейдера. И, друзья, забегая вперед, я могу точно сказать, что не ошибся с выбором. Ну, по крайней мере, выбрал не худший вариант. Сама же гонка представляет из себя один из самых масштабных гравийных заездов в России, где участникам на выбор предлагается несколько дистанций от 110 до 180 километров. Друзья, я уже подробно описывал эту гонку в одном из предыдущих роликов. Что там происходило, с какими трудностями столкнулись участники и какой получился накал страстей. Обязательно посмотрите его, если еще не смотрели. Но давайте уже перейдем к особенностям самого байка. Новый Scott Scale Gravel RC базируется на обычной кросс-контрийной раме от Scale RC с точно такой же геометрией. Единственное конструктивное отличие Gravel-версии – это жесткая карбоновая вилка с креплениями под аксессуары, фляжки или сумки для байкпакинга. То есть фактически перед нами полноценный контрийник, просто на жесткой вилке. Интересно, что Scott использует здесь раму из волокна HMF, а не топовый HMX, что добавляет байку немного веса, хотя модель позиционируется как флагманская. Естественно, сразу после сборки в мастерской мы его взвесили, и в варианте без педали, но уже с бескамерной резиной, весы показали 9,32 килограмма. При этом производитель заявляет вес в 9,1 килограмма, и, скорее всего, разница обусловлена именно размером рамы. Мой рост 181 сантиметр, и для такого роста я использую, конечно же, раму L. И я считаю этот вес вполне достойным. Отдельно хочу отметить новую 12-скоростную трансмиссию SRAM X0 Eagle Access Transmission. Здесь используется стандартная контрийная кассета 1052. И поначалу это меня немножечко удивило. Все-таки гравийный байк подразумевает скорости выше 30-35 км в час. А это значит, что по факту ты будешь щелкать только 3 крайние маленькие звездочки, учитывая, что передняя звезда системы еще по дефолту на 34 зуба. Особенность этой трансмиссии в том, что задний переключатель крепится напрямую к дропауту рамы, без петуха. Такая конструкция поначалу вызывала массу возмущений на форумах. Люди переживали, что при ударе о пенек можно сломать задний треугольник рамы. Но если честно, подобных случаев я на практике еще не встречал. Работа самой трансмиссии поначалу кажется непривычной, но когда ты понимаешь паттерн ее поведения, переключение начинает доставлять огромное удовольствие. Она работает абсолютно под любой нагрузкой. Ты можешь жестко спринтовать, ускоряться, щелкать передачу вверх или вниз, и она четко встает на место с характерным металлическим ударом, как спортивная коробка передач на автомобиле. На гонке я постоянно щелкал передачи и, что самое приятное, фиксировал все свои показатели мощности. По умолчанию в систему встроен измеритель мощности Quark. Он без проблем передавал все данные на мой Garmin Edge 850. И позже я легко наложил их на видео со своей камеры DJI Action 6. Еще хочу отметить саму монетку SRAM Access Rocker Pod. Для меня это мега непривычная штука. Я никак не мог выставить ее положение так, чтобы было удобно щелкать передачи большим пальцем. Во время езды я постоянно держу палец на кнопках, и это вызывало реальную боль в кисти правой руки. Сам контроллер я двигал вправо и влево. В конце концов обнаружил, что даже все гонщики Кубка мира, за которыми я слежу, сдвигают эти контроллеры в самое левое положение, то есть максимально отодвигают от грипсы.
И я сделал точно так же. Плюс ко всему, помимо горизонтальной регулировки, у этой монетки есть возможность вращения вокруг своей оси, что позволяет точнее подобрать угол. Саму гонку я уже проехал без боли в кистях, но монетка все равно оставила много вопросов. Друзья, если вы используете подобную трансмиссию, напишите в комментариях. Я не могу смотреть на тебя, ты просто... Друзья, если вы используете подобную трансмиссию, напишите в комментариях, в каком положении установлена ваша монетка. Будет интересно почитать. Крутая фишка рамы – это возможность менять угол рулевого стакана в пределах плюс-минус 0,6 градуса. Можно настроить расслабленный угол для бездорожья или агрессивный для шоссе. Я ехал на заводской настройке минус 0,6 градуса, и этого мне вполне хватало. При 29-х колесах у байка полностью отсутствует оверлап, то есть задевание ботинком переднего колеса. Мой размер обуви 44, и велотуфли я использую Scott MTB RC, но 45 размера. То есть ласты приличные, но никакого оверлапа я не испытывал. Можно спокойно разворачиваться на минимальном радиусе и не бояться задеть ботинком колесо. Кстати, это большая проблема для нового стандарта колес 32 дюйма. И, друзья, я делал несколько интересных роликов про колеса 32 дюйма. Разбирал их проблемы и преимущества. Обязательно посмотрите их, если еще не смотрели. Но для моего роста 181 сантиметр 29 стандарт – это просто идеально. На байке установлены карбоновые колеса Syncros Silverton 1.0 на бустовых осях. Карбоновые обода на 28 стальных спицах дают экстремальную жесткость. Кстати, оси откручиваются съемным ключом-рукояткой, который включает еще ключик Torx T25, для регулировки основных болтов, в том числе и болтов для флягодержателя. А что касается колес, они не супер легкие, но их жесткость дает бешеное ускорение. Нажимаешь на педаль, и байк как пружина выстреливает вперед. Покрышки Schwalbe Thunderbird шириной 2,35 дюйма вписываются в этот сетап просто идеально. Это контрийная резина для сухих стартов. Катит она просто отлично. Слушайте, для гревела 2.35 можно сказать оверкилл. Но напомню, байк я выбирал ради комфорта. Я переживал за свою старческую спину на 100-километровой трассе. И такая широкая резина полностью себя оправдала. Карбоновый комбо-руль Syncros Fraser SL имеет угол выноса минус 20 градусов. Посадка агрессивная, но в аэродинамике байк все равно уступает классическим гравийникам с баранами. Тем не менее, отрицательный вынос немного компенсирует потери, занижая переднюю часть. Но по сути, если вернуть сюда амортизатор, получится чистокровный Hardtail Scale RC для гонок кросс-кантри. А самая приятная мелочь. Для длинных перегонов в комплекте идут эргономичные рожки Spear Grips, которые крепятся сбоку от тормозных ручек. На скоростях выше 30 км в час мои руки были только на них. Они дают узкий хват и более аэродинамическую посадку. Эти рога реально помогли мне отработать 110 км с большим комфортом, чем если бы их не было вообще. Очень рекомендую их для всех прямых рулей. Еще до гонки я сделал несколько тестовых выездов, где настраивал все компоненты велосипеда для максимального комфорта. Но, если честно, до последнего момента сомнения все-таки оставались. Однако, по ходу гонки этот байк раскрылся на все 100%. Первое, что ты ощущаешь после старта, это феноменальная жесткость рамы в кареточном узле и высокая жесткость колес. Велосипед действительно отстреливает как пружина. Ты просто нажимаешь на педаль, а он моментально выстреливает вперед без малейших потерь энергии. Конечно, такая жесткость идет немного в ущерб аэродинамике. Посадка здесь далеко не трушная гравийная. Это скорее посадка контрийного байка. Но благодаря жесткой вилке передняя часть у байка опущена. Правда, до уровня традиционных гравийников с баранами этого все равно недостаточно. Из-за отсутствия серьезного бездорожья на трассе я подкачал колеса аж до 2 бар. Сама гонка была довольно ровной, и что интересно, в ней даже участвовали гонщики на обычных шоссейных велосипедах и даже на фиксах. Друзья, о завале с фиксером в нашей группе я подробно рассказал в ролике про Царь Грейдер. Но если вкратце, то в конце первого круга в нашей группе произошел жутчайший завал.
Но давайте уже вернемся к байку. В общем, больше всего меня поразил общий уровень комфорта этого велосипеда. Кстати, если сидеть в плотной группе, то плата за этот комфорт вообще не чувствуется. Ты просто не замечаешь потерь в аэродинамике. Гравийная гонка Царь Грейдер показала, что байк получился действительно достойным и сбалансированным аппаратом. Если бы, конечно, не одно «но». Уже по ходу гонки я узнал, что участие с прямыми рулями не разрешается. Но это не помешало мне комфортно доехать до финиша и занять 16 место в заезде на 110 километров и первое место в своей возрастной группе. В общем, друзья, байк получился отличный. Помните, как все мы раньше мечтали о контринике с жесткой вилкой, на котором можно спокойно гонять по разбитому асфальту на скоростях выше 35 км в час? Сейчас такие байки есть в линейках у многих производителей, и Scott Scale Gravel RC отлично вписывается в эту нишу гибридных гравийников. На них можно получать огромное удовольствие от скорости, а также успешно участвовать в гравийных стартах, конечно же, где нет жестких требований к рулю. Ну а что бы я изменил в этом велосипеде? Ну, наверное, во-первых, поставил бы переднюю звездочку на 38 или на 40 зубов. Это позволит просто эффективнее использовать весь диапазон передач задней кассеты на высоких скоростях. Ну а если переходить в другую крайность, можно вообще впихнуть в этот байк вилку с амортизатором. Ну тогда он просто превратится в полноценный контриник. Друзья, что вы думаете об этом байке? Обязательно пишите свое мнение в комментариях. Ну и, конечно же, не забывайте про лайки и подписочки. А мы с вами увидимся в следующем ролике.